Привет, Фахат. How are you? Фахат, расскажи, правильно я понимаю, ты родился в этой стране, где ты живешь, чем занимаешься? В ходе нашего диалога я буду у тебя спрашивать еще о том, какие все-таки плюсы дает гражданство Арабских Эмиратов и этот золотой паспорт, который недавно вошел в топ паспортов мира. Emiratis are always blessed with their government. Эмиратовцы всегда очень гордятся своим правительством, и я расскажу вам о внешних и внутренних преимуществах нашего паспорта. Наш паспорт является в топе мировых паспортов. Говоря о внешних преимуществах, вы можете выезжать во множество стран без визы. И это, конечно, очень помогает мне, потому что я заядлый путешественник и люблю исследовать различные направления. Это говоря за границей. Ну а говоря о преимуществах, которые мы получаем в ОАЭ, как я говорил, я ходил в колледж в Дубае, и это все бесплатно спонсировалось правительством Эмиратов. Оно предоставляет нам бесплатное обучение, даже если я хочу получать стипендию и учиться за пределами Эмиратов. Правительство возьмет на себя все расходы по моему обучению за границей. Также, например, когда ты решил жениться, правительство спонсирует твою свадьбу и дает тебе сумму в 70 тысяч дирхам. 70 тысяч дирхам на свадьбу. Yes. Да, они дают мне 70 тысяч дирхам. Если я захочу праздновать свадьбу, то ее организуют тоже бесплатно. Это будет большая арабская свадьба для граждан ОАЭ. Ни за что абсолютно платить не надо, эти все расходы покрывает правительство. Также мы освобождены от выплат по коммунальным услугам, и мы также получаем стипендию, учась за границей. Любой колледж, любая страна, многие эмиратовцы учились за пределами страны, в США, Лондоне, Франции. Нужно сделать запрос на обучение за границей, и правительство покроет все твои расходы. Я много раз слышал, что детям, рожденных в Арабских Эмиратах, сразу по рождению ложат деньги на счет. Писали вроде в районе 100 тысяч долларов, что-то такое. Правда ли? Говоря о банковском счете и миллионов на нем, это не совсем правда. Потому что родители – это те, кто должен это делать. Большинство эмиратовских семей, когда у них рождается ребенок, они открывают ему счет и кладут сумму примерно в 200 тысяч дирхам, пока ребенок маленький. И до того времени, пока он вырастет, это поможет ему открыть свой собственный бизнес или найти другое применение этим деньгам. Вот ситуация с коронавирусом, она показала, что многие страны по-разному относились к своим гражданам. Как в данной ситуации проявило себя правительство Эмиратов? Что касается коронавируса, в первую очередь ты, наверное, читал уже во многих газетах, что ОАЭ – одна из первых стран, которая поддерживала все остальные страны. Например, отправляла тесты на ковид по всему миру. Здесь, в ОАЭ, мы создали комитет, которым управляет Его Величество. И каждую неделю были отчеты Его Величеству о ситуациях по коронавирусу во всем мире. Мы создали в ОАЭ платформу для контроля всех случаев заболевания. На этой платформе ты можешь видеть количество случаев, количество экстренных вызовов. Также ты можешь видеть находящихся в очень плохом состоянии больных. Говоря о больницах, мы превратили Dubai World Trade Center в огромную больницу, где построили 3000 коек. А что касается короны, то на самом деле очень заботились в первую очередь о резидентах, и только потом о самих эмиратовцах. Также тест для пожилых женщин и мужчин они делали бесплатно с самого начала. Еще я знаю, что для граждан Арабских Эмиратов специальные условия в банках по получению кредита на жилье, на виллу, на бизнес. Правда ли это? Нет, здесь у нас все стандартно. Кредит зависит полностью от твоей зарплаты. Банк также дает тебе кредит. Если твоя зарплата, например, 50 тысяч дирхам, то банк тебе даст 100 тысяч. Классная страна, золотой паспорт.
Многие люди пытаются хотят узнать, возможно ли этот паспорт все-таки получить, да, не родившись в этой стране, именно для мужчин, да, возможно ли это или нет? Все возможно в ОАЭ. Как нас научил шейх Мухаммед, никогда не теряйте надежду. В ОАЭ мы можем делать то, что никто другой не может. Говоря о получении паспорта, по-моему, тебе нужно выучить арабский язык и нужно иметь ученую степень. Но ОАЭ – это страна, которая постоянно развивается и продолжает развиваться. Поэтому законы постоянно меняются к лучшему. Поэтому все возможно. Спасибо, Фахад, за такое классное интервью. Спасибо за то, что ты раскрыл более подробно вашу прекрасную страну. Так что увидимся, надеюсь, еще в следующих выпусках, и мы зададим еще вопросы. Было здорово пообщаться и познакомиться с тобой.